竟然敢亵渎龙族最纯正的血脉！一场没有退路的战斗，为了史莱克的荣耀！Невероятно крутая битва с духовными зверями продолжается. Дитянь атакует Академию Шрека, чтобы схватить Хо Юйхао. Что же будет далее? В городе Шрек обстановка становилась все напряженнее. Старейшина Сун сосредоточила все силы на обороне. Рядом с ней находилась ее дочь Сянь Линь-Эр, знаменитая Валькирия. Изумрудный лебедь, противник с мощными поддерживающими способностями, оказалась слишком сильной. Ее способности мешали эффективно атаковать, и она была почти на уровне предельных титулованных, значительно усиливая волну зверей. В это время Дитяня сдерживали старейшины Сюаньцы и Муэн. Тайна Золотого Дерева были известны лишь павильону морского бога, но его сила была велика. На его защиту можно было рассчитывать как минимум 3 дня. За это время им нужно либо отразить волну зверей, либо дождаться подкрепления. Сигналы бедствия уже были отправлены во все 3 империи, но из-за внезапности нападения и того, что основные силы империи были заняты войной с империей Солнца и Луны, быстрая помощь была под вопросом. Как старейшина Сюаньцы смог запечатать настолько мощного Дитяня? Под руководством старейшины Муэна душа Золотого Дерева была высвобождена. Некоторые из предыдущих мастеров павильона решили слиться с Золотым Деревом. Подпитываемые их силой, древо защищало павильон, Академию Шрека и даже город Шрека. Его сила накапливалась десятки тысяч лет, и его существование было тем, что даже сила Дитяня не могла поколебать. Если Дитянь был одной ногой в Божественном Царстве, то Золотое Древо уже было наполовину Богом, учитывая огромную духовную силу и энергию, которые оно содержало. Просто у него не было никакого сознания. Кроме того, оно восстанавливалось гораздо медленнее, чем люди и духовные звери после того, как истощалось. Прямо сейчас старейшина Сюаньцзы превратился в существо с козлиным телом, человеческим лицом, тигриными зубами и когтями. Он принял форму 5-го сына драконьего бога Тао Те. Было нелегко справиться с Дитянем, королем черных драконов, учитывая, что у него был уровень совершенствования, превышающий 800 тысяч лет. Да, старейшина Сюаньцзы был самым сильным после старейшины Муэна, в частности из-за родословности боевого духа. 100 лет назад старейшина Муэн проиграл Дитяню. Учитывая, что способности Дитяня были даже выше, чем у предельного титулованного, помещая его на позицию в полшаге от Божественного Царства, каков был способ обуздать его? Было практически невозможно превзойти его по родословной. Способности Дитяня имели атрибут предельной тьмы. Даже предельный лед Хо Юйхао не мог обуздать его, когда сила Золотого Дерева влилась в тело Тао Те. Дитянь, казалось, что-то почувствовал. Тао Те уже стал больше, чем Дитянь. Будучи одним из 9 сыновей драконьего бога, родословное Тао Те было естественно ближе к драконьему богу, чем родословное Дитяня. Дитянь был шокирован, он все же недооценивал силу Тао Те, совместно сформированного старейшиной Сюанем, старейшиной Муэном и Золотым Деревом. Тао Те в настоящее время был столь же сильным, как Дитянь, но его родословная была чище. Старейшина Муэн использовал чистую силу Золотого Дерева вместе со своей собственной духовной силой. Этот Тао Те был близок к тому, чтобы являться наполовину богом. Дитянь начал бороться изо всех сил, безумно ревя. Однако сила Тао Те превзошла его ожидания. Золотой свет медленно пожирал тело Дитяня. Его огромное тело было поглощено. Это действительно был поединок между сильнейшими на континенте. Сила, которую использовали обе стороны, полностью превзошла пиковую силу титулованных 99-го ранга. Однако способности старейшины Сюаня и старейшины Муэна тоже оказались запечатаны прямо сейчас. Старейшина Сун вздохнула. Если духовные инструменты будут истощены и сражение перейдет в ближний бой, ситуация резко ухудшится. Захват города Шрек обернется катастрофой для всего континента. Она верила, что 3 империи примут правильное решение.
Но все зависит от сроков прибытия помощи. Хуже всего, из 5 сильнейших духовных зверей в битве участвовали лишь Дитянь и Изумрудный Лебедь. Остальные оставались в тени. Очевидно, они экономили свои силы, выжидая подходящего момента. Старейшина Сун приказала, чтобы 2 членов павильона морского бога остались на передовой, а остальные чередовались. Каждый час в бой выходило по 4 титулованных, после чего они уходили на медитацию для восстановления. Это должно было превратить битву в войну на истощение. Шрек будет терять фонды, а звери — жизни. За 10 тысяч лет Академия накопила немало, и просто так им это не отдадут. В бой вступил Шисин, титулованный Времени. В небе появился гигантский серебряный диск с медленно движущейся стрелкой. Все звери в радиусе 250 метров внезапно замедлились. Затем по полю битвы разлился черный туман, и в указанной зоне вспыхнули звезды. Звери исчезли один за другим, только самые мощные успели выбраться. Это было проявлением его силы, турбулентности пространства и времени. В мгновение исчезла целая волна из сотни духовных зверей. Это не просто замедлило вражеский натиск, оно заставило их растеряться. Следом в воздух взвился шар алого света. Красные облака начали подниматься над полем битвы. Когда следующий титулованный приготовился атаковать, Бидзи подняла крылья и создала невидимый барьер. Загремели пушки, выпуская снаряды, которые разорвались в гуще духовных зверей. Бидзи в отчаянии расширила зону лечения, но чувствовала, что этого мало. Люди были слишком скоординированы. Волна зверей только началась, а потери уже превышали расчеты. Но приказ Дитяни был ясен. Остальным могущественным зверям из десятка пока нельзя вмешиваться. Их сила должна сохраниться до момента решающего удара. Даже сородичам Бидзи запрещалось вступать в бой, они не обладали достаточной защитой и могли погибнуть в первом же столкновении с защитниками Шрека. Обе стороны готовились к затяжному и жестокому сражению. Повсюду были следы разрушения, это было настоящее поле ужаса. Однако для Шрека этот бой стал победой. Несмотря на свирепость врага, погибло менее 10 человек. Ранения получили меньше сотни. Бидзи, Изумрудный Лебедь, исцеляла раненых духовных зверей. Без нее потери зверей были бы вдвое выше. Тем не менее, люди одержали верх. Тем временем завершилась доставка помощи от секты Тан. Они принесли Шреку не только пушки, но и более 110 духовных инструментов разных типов, а также снаряды. Бэй-Бэй и его соратники, 5 из 7 монстров Шрека, были готовы сражаться до конца. Интенсивность битвы во много раз превысила первую волну. Потери были значительными, более 100 погибших и сотни раненых. Духовные звери потеряли более 20 тысяч, включая множество 10-тысячелетних зверей, но полностью окружили Шрек и теперь атаковали со всех сторон. Связи с внешним миром не было. Секта Тан пока занималась снабжением, но скоро им тоже предстоит вступить в бой. Падение Шрека станет угрозой для всего человечества. Именно поэтому духовные звери выбрали его своей первой целью. В этот момент появляется Сюань Цивэн, мастер духовных инструментов. Он предложил взять на себя оборону Южной стены на 2 часа, чтобы остальные мастера успели восстановиться. Спустя 2 часа начинается новая, еще более мощная атака зверей. Ее возглавляет один из 10 великих диких зверей, трехглавый мастиф, известный как Алый Король. Вместе с наземными силами впервые появляется и воздушная армия духовных зверей, возглавляемая шестикрылым дьявольским тигром. Обе силы значительно усилились, теперь в бой идут только звери от 100 лет и выше, в том числе много 10-тысячелетних. В это время из укрытий выдвигаются странные металлические создания, похожие на гигантских дикобразов с 8 металлическими ногами. Мощные боевые машины, созданные Сюань Цивэном и сектой Тан. Настало время духовных инженеров показать свою истинную силу в бою. Конечно, это далеко не конец. Мы ждем возвращения Хо Юйхао. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такое сражение Дитяня и старейшины Сюань.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!